Да, друзья, прошла неделя. Неделя была напряженная, неделя выборов, имею в виду. Много погибших снова в Белгороде и в области. Область, в основном приграничные наши районы, да, вот они обстреливаются. Поспокойнее было в Новооскольском районе, в Старом Осколе было, насколько я понимаю и знаю, было спокойно. Хотя беспилотники сбивают везде сейчас, вы знаете, по многим регионам. Как у нас дела? Вы часто спрашиваете. Об этом я рассказываю на телеграм-канале. В принципе, все свежие новости всегда там. Да. Ничего хорошего, конечно, в этом. Но очень надеемся, что, может быть, хотя бы создадут какую-то санитарную зону и будет потише. Ну вот сегодня дождик, немножко сейчас коротко выглядывал солнышко, видите, какое небо там. Сегодня в Разумном было 2 попадания, это там, где Валентина живет. Она нам прислала ролик, показывала 2 горящих, по-моему, оба дома это было, 2 дома. Ну, в общем-то, друзья, да, напряженная обстановка, вот и все. Что еще сказать, что тут добавить? Ничего не добавишь, да. В общем, чем я занимался, посмотрите в ролике. Ну, всем желаем приятного просмотра. И в конце не забывайте поддерживать наш канал лайком, потому что я вам скажу, что в принципе в таких вот условиях иногда не хочется вообще снимать. Не хочется вообще думать про YouTube и поэтому ваши лайки — это ваша поддержка нашего канала. Буду снимать дальше. Где-то вдалеке слышно выстрел или взрыв. Да, Сонечка? Соня пришла, красавица. Соня, будем смотреть новый ролик? Будем, да? Твои женихи пришли и мне опрокинули сено. Я уже стал там вытаскивать все из этого помещения. Многие из вас пишут, что у нас подкова неправильно висит, а в комментариях спорят некоторые, надо вверх, надо вниз рогами. Это вообще не подкова, подковы здесь нет, это просто краска. Подкова здесь была, я ее снял. Мы люди не суеверные, мы христиане, поэтому подкова на счастье нам не нужна. Мое счастье только в Боге, друзья, и Бог нас здесь хранит. Подкова не сохранит, друзья, поверьте мне. Да, правда, Соня? Ну. Обрастаешь немножко, смотрите, какие женихи покоцали. Давай сюда наверх посмотри, а я покажу твою шейку. Ну да, уже зарастает, смотрите, уже молодая шерстка. Да, как она кувыркалась, да? Какая любовь была в этом году. Красивые котята опять будут. Черных кошаков было много. Было 3 черных кота. Прошлогодний, тот, который старый, лохматый такой, страшный, злые глаза, тоже приходил, но он, судя по всему, сдал, уже здоровье не то. Молодые уже его шугали, отпугивали, и шансов у него на победу у такой красотки было немного. Желаю вам приятного просмотра ролика, посмотрите наши новости о семье, переехавшей из Германии. Ну, в общем, друзья, вот наш стол, который мы купили года, наверное, 1,5 назад. И он весь у нас, видите, во-первых, вот так вот весь шатается, он рассохся, то есть и у него одна ножка короче другой, доски здесь разошлись, клей разошелся, он здесь фактически у нас идет волнами, вот если вы видите, вот здесь у нас углубление, тут у нас высоко, тут опять вот так вот волной идет, и здесь опять волной, вот. В общем, ребята, этот стол я буду реконструировать. Скорее всего, он у нас пойдет куда-нибудь, пока не знаем куда, в беседку, еще куда-то. Вот. Но сюда сейчас встанет стол, который новый, старый, так сказать, который я когда-то покупал. И ножки у него были настолько жидкие, что, в общем-то, он у нас быстро умер. И мне пришла идея переделать, сделать другие ножки.
друзья, в общем, приделал 4 ноги к этому столу. Получилось как-то так. Вот, но я не могу пока этот стол занести в дом, потому что здесь необходимы пластиковые заглушки. Вот их пока нет. Вот сейчас, хотя я все это вот фаску снял полностью, ничего не царапается. Но тем не менее, друзья, вот такая вот труба, она будет царапать, конечно же, плитку. То есть это просто вот обычное железо, обычная сталь нержавеющая. Поэтому мне необходимо купить сюда заглушечки. Когда я куплю сюда заглушки, пластиковые такие, забью их сюда, вот тогда можно будет этот стол занести на кухню и порадовать мою жену. Я думаю, она будет очень рада. Я думаю, друзья, если бы такие столы сразу делали, вот с такими серьезными ножками, то, наверное, никто бы не покупал новые. Просто один раз купил и забыл. Вот такая вот уже рассада у Кати. Подрастает. Здесь пока ничего. Я не знаю, что тут она посеяла. Но еще не взошло. Друзья, к нам приехали курочки. Красотулечки какие. Вот они, молодочки. Перекинешь пока? Там сейчас надо еще досчитаться до конца. А ты что, уже забрал номер телефона? Нет, номер телефона не надо, набери там. Еще 1000 осталось ему дать. Что такое, мои красавицы? А, свобода, да? Ой, как хорошо-то вам здесь. Здорово. Да. Сейчас я вам, красавицы, насыплю зерна, чтобы вы кушали. Хорошо? А ты что, уснула здесь? А? В себя прийти не можешь? Что такое, маленькая? Испугалась? Беги. Иди гуляй. Она в шоке. Ничего не пойму. Скажи, я кроме клеток ничего не видела. Да? Да, мои хорошие. Ай, курочки хорошие какие. Классные такие, Да. такие хорошие. Ну, видно, что молоденькие. Молоденькие, да. Они еще чуть-чуть вес наберут, они больше не будут. Только вот гребешок побольше, уже через 2-3 недели начнут нестись. Вот побольше. Ага. Я сказала, дробленное им что-то дробленое. Дробленочка у нас. Сейчас мои красивые, сейчас мои хорошие. Давайте. Девочки, привет! Пришел их проверить. Оставил свет включенным. И вот они вот часа 2 здесь были одни. Ну хорошо, они пока еще, видите, боятся. Пока привыкнут. Новый хозяин, новое помещение. Еда, в принципе, та же самая. Ничего нового здесь нет. Та же самая дробленочка. Но не боятся, да. Самое интересное у этой породы, что они практически не сидят на жердочках. Вот. Боятся, видите как. Ну не бойтесь, не бойтесь. Ну, немножко пришли в себя, живее стали. Очень яйценоская порода. High Sex Brown. Не знаю, кто такое название придумал. High Sex. Нам сказали, что где-то через 4 недели они начнут нестись. Беспокойные, конечно, да, они сейчас пока привыкнут. Я поэтому их закрыл, чтобы они не разбежались. Привыкнут к помещению. Потом постепенно можно будет их выпускать. Возможно, даже сначала здесь в загоне попробуем, чтобы не обвыклись, а потом туда на улицу. Ну, посмотрю как. В общем, друзья, взяли 20 курочек. Вообще они на 2 года.
рассчитаны. Вот. Через 2 года их полностью нужно менять. Полностью. То есть они практически перестают нестись потом через 2 года. Да, кто-то писал в комментариях, что мы наоборот на пол стелим стружку в гнезда солому. Я думаю, это более, конечно, логично. Вот, но просто у нас стружка, ее покупать надо, она дорогая. Вот, если бы опилки, но опять же опилки с одной стороны хорошо, а с другой стороны, мне кажется, они слишком будут собирать влагу. И если они будут рассыпать зерно, то это зерно будет просто пропадать. Здесь, по крайней мере, они его найдут, увидят, выберут, подберут. Вот, а в опилках будет, наверное, сложнее найти. Радости нашей нет пределов. Мы так давно ждали. Мы с декабря месяца, вы знаете, ждали курочек. Заказали сначала у одних, потом у других. Вот. И, в общем-то, пока все как-то не шло, не ехало, вышли все на помощь. На улицу вышли дети. Настя, правда, гулять ходила. Ее дома не было. А так вышли все и таскали курей. Вот, принесли сюда, их положили. Я говорю, а как их, папа, как их ложить? Я говорю, аккуратненько, спокойно, тихо, ласково, нежно. Ложим их просто на пол, на травку, на сено. И все, и они там уже сами в себя приходят. Ну, вот видно, что пришли в себя, уже стали более живыми. Да, друзья, если заводить деревенских несушек, кур-несушек, то это как бы, ну, так, чисто, оно... Сегодня, наверное, это уже невыгодно, потому что, ну, простые курочки-несушки, они как бы там снесется, она не снесется, там, все это так. Вот, когда уже состарилась, там, да, ее зарубил, сварил. Вот. А вот эти куры, они хороши тем, что они конкретно рассчитаны на яйценоскость. И к тому же, да, есть такие породы, которые потом просто-напросто, ну, невозможно, кур потом невозможно кушать, то есть мясо непригодно в пищу. А эта порода, они вполне съедобные. Но мы пока об этом не думаем, они еще молоденькие, они будут еще нестись. Смотрите, они клюют, что-то там нашли. В общем, ладно, ребята. Они, походу, привыкают уже к моему голосу. Это радует. Вот. Сейчас я им выключу свет. Для них это будет, наверное, шок. Хотя, наверное, если они с завода, с фабрики, то там, скорее всего, так и было. Резко выключался свет и все. Вот эти тоже можно протереть. Ну, хотя, знаешь что, соберем его и сразу плоскость всю эту протрем. Все равно ту надо. Так, я сразу затягивать не буду. Так, давай попробуем его разложить, как он раскладывается. Ой, там помыть надо тоже. Вот там все, помыть сразу. Уничтожили до 120, 195 военных и 5 танков. Угу. Готово. Ага. Ну все, давайте. Поднимай. Достаточно. Еще чуть больше раздвинуть, значит. Максимум. Может, с другой стороны? В общем, друзья, снимаю из-под стола. Ножки поставил. И теперь вот эти вот поручни, они упирались теперь в эти ножки. Нам не получалось раздвинуть наш стол, чтобы вот эту вставочку вставить, да? Вот, что я сделал. Я открутил две эти ножки. Мы их сняли. Ну, почти сняли. Отодвинули вот эту крышку. Вставили вот эту вот вставочку, которая удлиняет стол. Задвинули. Там штырьки такие стоят. А вот задвинули это все в пазы. И теперь ножки я прикрутил, но не совсем туго, потому что мы сейчас поставим стол на место. Посмотрим, как он встанет, чтобы не шаталось ничего, чтобы это я потом на месте подтяну. Смотрю, ну в принципе он так-то он не шатается. Ну, обычный стол, когда получился. Все стабильно, да?
Ну что, поросенок, что ты натворил? Я тебе вечером поменял салфеточки, а ты все порвал там, опять разгрыз. Зачем? Скажи мне. Чего ты нахохлился? Не проснулся еще? Солнышка нет сегодня? Вот так вот наступает момент, когда каждый мужчина беспощадно рвет. Да? Так и ты. Беспощадно рвет, со своим прошлым. Друзья, прошла неделя, курочки наши обживаются. Сейчас я покажу вам, как они себя чувствуют. Снег у нас полностью растаял, абсолютно. Сейчас покажу вам участок, огород. В принципе, видно, что нигде снега нет. Соседи там работают, что-то делают. Стройка продолжается. Жизнь продолжается, несмотря ни на обстрелы, ни на что. Снега нет совсем. Абсолютно весь растаял. Тут был ветер. Задралось вот это вот. Ну, смысла сейчас переворачивать особо нет. Все равно ветром это все задует опять. Это от батута такая штука. Вот я ее просто кинул сюда временно. Не знал, куда ее деть. Убрал ее сюда, потому что, ну, видите, вот можно подойти, и здесь грязи нет. Вот в этом плане она удобна. Сейчас я вам покажу курочек, навестим их. Они привыкают к домашней еде, то есть все, что на столе остается со стола, вот они к этому привыкают, потому что, как известно, на заводе, на ферме этим делом их не кормят. Привет, девочки! Вот они. Вот они, а уже не боятся, смотрите, они уже. Да? Так. Друзья, кто-то мне говорил, что вот это ты зря оставил, здесь будут утки перелетать. Они сюда не прилетали. Вот сюда утка прилетала. Вот здесь. Ну, потому что мы уже крылья не подрезали, рубали их всех. Вот, в общем, вот так наши курочки себя чувствуют. Вот такие красавицы. Уже ручные практически подходят, уже близко. Гладиться не дают, но так вот, в принципе, поймать и взять в руки проблем никаких нет. Когда близко подходит, чтобы не шугать. Вот. Самое главное с этой породой, в принципе, как и со всеми остальными, их не перекармливать. Вот, несутся они очень хорошо, несутся много. Это не домашняя курица, не сушка, это именно выведена порода яйценоская. Вот, там я им кинул хлебушка тостерного, остался. И видите, там уже некоторые его пробуют. Но пока не активно. Кинул им остатки яблок, тоже так, что-то вроде бы подошли, клюнули по разу, не поняли, что это такое. Вот. В принципе, их советуют не кормить, наоборот, чтобы быстрее привыкли, не кормить их разными кормами. Вот они сидели на дробленке, вот дробленку им и давать. Я, однако, им, да, первый день только дробленку дал, на следующий день я уже подмешал с ячменем, потому что ячмень дает как бы количество, ну, насыпешь вроде бы заметно, но они от него не разжиреют. Вот, это очень важно с этой породой. Изучали эту тему. Оказывается, интересно, вот эта порода, если ее запустить, допустим, закормить, она становится, курица становится жирной и полностью уходит от яйценоскости, и больше ее не запустишь. Вот такое вот интересное наблюдение. Вот. Вот они стоят, красавицы, слушают, что я рассказываю, да? Девочки, все девочки здесь. Мальчика купим попозже, пока они еще молоденькие. Если петуха сейчас купить, он их замучает. Вот. Сегодня одна залезла в гнездо, уже проверяла там, что там есть. Но снизу в эти гнезда утиные и гусиные, они туда залазят, проверяют, ходят. Так как это на первом этаже, просто они туда вот... Вчера, интересно, я им открывал эту дверь и в загоне закрыл. И они там немножечко выходили, гуляли. Даже мне пришлось чуть-чуть их к этому принудить. То есть я им корм вынес, немножко вышел с ними вместе, чуть их так за ними шел, они сами вышли туда.
потому что боялись вообще выходить на улицу. Ну, клеточные животные. Вот, птицы, вернее. И погуляли, а потом вечером дома надо пойти, уже закрыть им дверь. Я захожу, их нет, их только 2 здесь гуляют. Думаю, наверное, все на улице. Прошел туда, на улице никого. Думаю, странно, где они все. Смотрю, они все забились вон в тот вот угол, в то большое гнездо, и все греются. Я их всех просто подошел, потихонечку по одной вытаскивал, пересчитывал. Все 20 на месте. Ну, 18 там сидело. Вот. Видимо, было сыро на улице, и они вот эту сырость не любят. Здесь тоже очень важно, чтобы подстилка всегда была сухая, чтобы лапки у них не мерзли, потому что, я говорю, эта порода не сидит на шесте. Они не сидят на насестах. Да, пока они, конечно, не несутся, потому что, во-первых, они молодые, они вообще не несутся. Вот через недели 4 они должны уже начать первые яички нести. Но ребята, кстати, очень грамотно вот это придумано. Они вот именно к тому сроку, когда они должны запуститься, вот за 2-4 недели их привозят. Как раз время на адаптацию, и они начинают нестись. Вообще прям грамотно, вообще молодцы. Вот. Ну и в принципе, да, я смотрел разных фермеров и тех, кто держит курочек, тоже никто не советует покупать взрослую курицу, потому что взрослая, во-первых, она для нее большой стресс менять помещение, менять корм, менять обстановку, она потом болеет и все такое. Вот. Ну а с маленьких цыплят, да, мы сейчас хотим поставить инкубатор, начинать с маленьких цыплят. Цыплят это очень долго, то есть у нас вот такие были бы к осени только. Вот такие 4-5 месячные были бы только к осени. То есть мы все лето не видели бы яиц. Поэтому мы взяли 20 штук вот таких и заложим еще 50 яиц. У нас будет порода ливенская ситцевая. Красивые курочки очень, тоже яйценоские, очень, очень выносливые. Вообще к русской зиме, к холодам они вообще им начихать. Они и в холод несутся. Вот. И они сидят уже на шесте, сидят на насесте. Вот. Так что насест будет занят все равно. Так что, ребята, мы, конечно, очень рады, но параллельно с этим делом ближе туда мы уже будем брать. Очень удобно в этом плане. Здесь вот мы, допустим, в Калининградской области с гусятами там было, мы тогда брали 600 рублей гусенок, 500 рублей гусенок, вообще суточные. Вот. В Белгородской области гусенок стоит 150, по-моему, рублей. 150, по-моему, мы брали. Или 180 недельный. Вот. Ну, мы их набрали, взяли, они все у нас выжили. Вот, вы знаете. Так что смысл как бы, да, брать суточного, еще не знаешь что как. А так недельного взял, он уже подрощенный. Чисто по-человечески хочется их кормить от пуза. Они такие, ну, маленькие, худенькие. Они даже вот более пушистые, чем кажется. То есть в них весу там совсем мало. Они, может, не знаю, по килограмму, может, и того меньше сейчас весят. Вот. И хочется, конечно, ну, думаешь, вот, накормить бы хорошо, чтобы они поправились. Нет, это как раз нельзя. Поэтому ту бункерную кормушку, которую я сделал, ну, посмотрим, она, скорее всего, будет для бройлеров. Потому что тем насыпал, там, 5 ведер, и пусть едят, пока не кончится. А этим девочкам так нельзя. Вот, вот этим я докупил бы еще кукурузы. Надо будет прошлогодний кукурузки купить, да, красавица? Иди сюда. Сейчас попробую поймать какую-нибудь из них. Вот, а эта девочка смотрит туда и тоже хочет кушать, да? Вот такие махонькие, смотрите, вот моя ладонь. Ладонь, конечно, тоже у меня не маленькая, но, ну, курочка совсем, ну, такая. Не такая, конечно, как наш Гоша, попугай, но все ж таки. Вот такая. Ну, что такое, кушать хочешь? Ну, иди кушай. Сейчас я вниз потихонечку. Приходится первое время делать плавные движения, потому что они еще привыкают. А там кто-то шкодничает. Она подбирает там. В ковшике нашла что-то. А у нас пошел дождик. Купил вот такую новую покрышку для тачки вместе с шиной. Потому как у нас старая прохудилась совсем. Такой вот уже дождь у нас усиливается и усиливается.
Покрышка вся потрескалась сбоку. Пробовал, клеил камеру. 2 раза клеил, чуть постоит и опять. Чуть постоит и опять. Не пойму причину. Вроде бы покрышку проверял, нету там ни иголок внутри, ничего. Ну, в общем, знаете, решил уже заменить. Покрышку с камерой взял за 1200. А если колесо брать вместе, ну, все в комплекте, то там что-то больше 2000. А смысл какой? Как бы, да, у меня само колесо-то есть. Так, по-моему, даже град небольшой идет, да? Небольшой град. Ну, что поделаешь. Март. Вот и все как не бывало. Как в Калининграде. Резко дождь прошел, да такой сильный там бывает. Потом раз резко солнце, все тепло, жарко. Через 2 часа может опять дождь, опять, может холодрыга. Но опять жарко. Все готово. Осталось только накачать. Заглянул к своим красоткам. Вот смотрите, 2 из них сидят уже на насесте. Когда солнышко, совсем другой вид. Как классно смотрится. Как-то сразу бодрее, веселей становишься, когда солнышко. Вы знаете, я уже купил лундивит, гексавит, аскорбиновую кислоту, потому что такое ощущение, что батарейки сели просто. Вот. Нет силы, все через силу делаешь. Весна, ждем потепления, будем обрезать сад, закладывать инкубатор. Все будет хорошо.